Товарищи, советская власть приглашает заграничных капиталистов, желающих получить концессии в России. Что такое концессии? Договор государства с капиталистом, который берется поставить или усовершенствовать производство, например, добычу и сплав леса, добычу угля, нефти, руды и тому подобное, платя за это государству долю добываемого продукта, а другую долю получая в виде прибыли. Правильно ли поступает советская власть, которая прогнала русских помещиков и капиталистов, а теперь приглашает за границу? Правильно. Ибо если рабочая революция в других странах замедлилась, то нам приходится идти на некоторые жертвы, лишь бы добиться быстрого, даже немедленного улучшения положения рабочих и крестьян. Жертвы стоят в том, что мы десятки миллионов пудов ценных продуктов отдадим капиталисту в течение ряда лет. А улучшение положения рабочих и крестьян состоит в том, что мы получим точно добавочное количество нефти, керосина, соли, угля, земледельческих орудий и прочее. Мы не вправе отказаться от немедленного улучшения положения рабочих и крестьян, ибо это необходимо при нашем разорении, а указанные жертвы нас не погубят. Не опасно ли приглашать капиталистов? Не значит ли это развивать капитализм? Да, это значит развивать капитализм. Но это не опасно, ибо власть остается в руках рабочих и крестьян, а собственность помещиков и капиталистов не восстанавливается. Концессии есть своего рода арендный договор. Капиталист становится арендатором части государственной собственности по договору на определенный срок, но не становится собственником. Собственность остается за государством. Советская власть наблюдет за тем, чтобы капиталист-арендатор соблюдал договор, чтобы договор был для нас выгоден, чтобы получилось улучшение положения рабочих и крестьян. На таких условиях развитие капитализма не опасно, а выгода для рабочих и крестьян состоит в увеличении продуктов. Товарищи, потребительской кооперацией называется объединение рабочих и крестьян с целью доставки и распределения необходимых для них продуктов. Промысловой кооперацией называется объединение мелких земледельцев или кустарей с целью производства и сбыта разных продуктов, как земледельческих, например, овощи, молочные продукты и тому подобное, так и не земледельцев, всякие продукты промышленности, изделия из дерева, из железа, из кожи и так далее. Благодаря замене разверстки продовольственным налогом или продналогом крестьяне получат излишки хлеба в свое распоряжение и будут свободно обменивать эти излишки на всякие продукты. Промысловая кооперация поможет развитию мелкой промышленности, которая увеличит количество необходимых для крестьян продуктов, не требует большей части ни дальнего подвоза по железным дорогам, ни крупных фабричных заведений. Надо всеми мерами поддержать и развить промысловую кооперацию, оказать ей всяческое содействие. Это обязанность партийных и советских работников, ибо это сразу даст облегчение крестьянству и улучшит его положение. А от улучшения жизни и хозяйства крестьян зависит теперь больше всего подъем и восстановление всего народного хозяйства в рабоче-крестьянском государстве. Потребительская кооперация тоже должна быть поддержана и развита, ибо она облегчит быстрое, правильное и дешевое распределение продуктов. Советские власти должны только проверять деятельность кооперации, чтобы не было обмана, не было утайки от государства, не было злоупотреблений, но ни в каком случае не стеснять кооперацию, а всемерно помогать, содействовать ей.